Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович. Я автор и ведущая этого канала. Я ведический астролог. И сегодня мы с вами будем говорить о прогнозах на июнь 2025 года для восходящих овнов. Для людей, которые родились под восходящим знаком, либо под асцендентом Овна по ведической астрологии. Но если же вы не знаете точное время своего рождения, то тогда для лунных овнов, либо для солнечных овнов. Как узнать свой восходящий знак, как узнать свое положение Солнца и Луны в ведическом стиле, я вам сейчас прикреплю ссылку в правом верхнем углу на видеоинструкцию. В этой видеоинструкции я рассказывала, как построить свой гороскоп, давала ссылку на сайт, где это можно сделать. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. В описании в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте говорить о тенденциях июня 2025 года для восходящих овнов. И в июне овны должны почувствовать такое значительное улучшение и облегчение, потому что 6 июня переходит из знака своего падения в знак Лев, переходит Марс. Марс — это управитель всего вашего гороскопа, и Марс был в знаке зодиака Рак очень долго, с перерывами. Осенью он долго там был, потом ненадолго возвращался в Близнецы, потом опять перешел в знак зодиака Рак. Для вас это знак слабости Марса, поэтому вы могли чувствовать какой-то упадок сил, либо вы могли чувствовать, что вы слишком много времени уделяете каким-то вопросам и не можете добиться того результата, который вы хотите, либо еще какие-то дела вас отвлекали, может быть, задуманное не получалось с первого раза. И теперь Марс 6 июня заходит в знак зодиака Лев, ваш 5-й дом гороскопа, он таким образом вообще укрепляется еще и по положению. И Марс будет в знаке зодиака Лев до 28 июля. Во-первых, конечно, это комбинация на какую-то удачу в сферах деторождения, на какую-то удачу в сферах обучения. Ваша направленность на то, чтобы заниматься вопросами детей, вопросами учебы, создания каких-то проектов, может быть, поступать на учебу. Также 5-й дом гороскопа — это дом развлечений, отдыха, творчества, поэтому может быть такое, что у вас вот начинается такой период, когда вы захотите организовать себе какой-то отдых, посетить какие-то мероприятия. Марс формирует тенденции на то, чтобы, может быть, даже на какие-то спортивные мероприятия отправиться, допустим, там на какой-то футбольный матч или на какой-то поединок. То есть есть такая направленность на то, чтобы развлекаться, но это может быть что-то связанное со спортом, с колющими режущими предметами, такие вот вещи. Также может быть направленность на детей с точки зрения того, что вы будете уделять внимание их физическому развитию. То есть, может быть, будете заниматься с детьми, может быть, будете их закаливать, может быть, будете выбирать для них какие-то тренировки, секции и так далее. Есть одна особенность такого транзита Марса, она заключается в том, что 5-й дом — это дом нашего интеллекта, нашего эмоционального состояния, и поэтому время, когда Марс идет по 5-му дому гороскопа, может быть временем большого количества эмоций и впечатлений. Будьте внимательны, вы станете большими собственниками в отношениях. Есть тенденция большого количества ревности, усиления вот этого собственнического чувства. Также есть тенденция у овнов на какие-то быстрые влюбленности, на тайные влюбленности, на то, что у вас могут появиться какие-то, вот если вы в отношениях, допустим, какие-то соблазны. Если вы не в отношениях, то вы можете быть очень настойчивы. Вам будет хотеться какого-то драйва, каких-то эмоций, каких-то ощущений, впечатлений остреньких таких. Знаете, и есть тенденция на то, что это могут быть какие-то быстрые, необдуманные действия, именно касающиеся сферы отношений. Также Марс создает тенденцию на то, что нужно будет решать какие-то срочные вопросы, связанные с детьми, и решать какие-то срочные вопросы, связанные с учебой. Но все равно транзит Марса по 5-му дому гороскопа для вас улучшающий, потому что улучшается положение управителя всего вашего гороскопа. По сути, улучшится, может быть, даже внешность, имидж, может быть, самооценка подрастет и так далее. Но еще 5-й дом гороскопа —
это дом выступлений, дом публичности. Поэтому может быть такое, что вам даже придется где-то выступать, либо вы сами захотите где-то проявить себя, показать себя, выступить, может быть, на сцене даже, либо вас просто случайно пригласят, может быть, вы где-то засветитесь и так далее. Следующее событие тоже 6 июня, одновременно с Марсом, Меркурий зайдет в ваш третий дом гороскопа и будет там до 22 июня. И вот транзит Меркурия по третьему дому гороскопа — это суета, сует. Меркурий сам по себе планета общения, коммуникации, информации. И третий дом гороскопа — это дом коммуникаций, дом общения, коротких поездок, дом социальных связей, социальных сетей, младших братьев и сестер, друзей и так далее. Поэтому в целом транзит Меркурия с 6 июня по 22 июня — это период, когда вы будете много общаться, много выяснять информации про какие-то документы, может быть, организовывать какие-то короткие поездки, может быть, и будете отправляться в эти короткие поездки, общаться с друзьями, с братьями и сестрами, может быть, организовывать какие-то встречи. Есть тенденция на то, что в этот период может повыситься и активность физическая, желание заняться спортом, желание, допустим, начать кататься на велосипеде, какие-то вот прогулки такие. И, кроме прочего, есть еще комбинация на то, что кто-то из овнов может в этот период начать какое-то обучение, которое может перерасти в работу. То есть у вас появится желание, например, изучить какую-то новую специальность, пойти на какой-то курс, чтобы получить практические навыки. Что очень важно, в мае в ваш третий дом гороскопа перешел Юпитер и Меркурий, а потом дальше я буду рассказывать, еще будет один такой похожий транзит. Меркурий с 7 по 9 июня примерно будет соединяться с Юпитером. Вообще Юпитер — это планета удачи, планета благословения. И в третьем доме документов, хобби, информации, коммуникаций такое соединение может давать и какую-то помощь, какой-то важный совет. Такое соединение в районе 7-9 июня может дать какую-то удачу в поездке, либо какое-то удачное стечение обстоятельств, связанных с документами, с вашей учебой. Здесь может быть какой-то мудрый совет, может быть какая-то информация даже, например, о повышении, об изменениях каких-то в работе, потому что есть еще тенденция на то, что у вас будут активно решаться и какие-то рабочие вопросы в этот момент, именно связанные с вашим статусом в работе. Так что 7-9 июня — это время, когда могут какие-то вопросы улучшиться, когда могут появиться какие-то нужные люди, важные знакомства. Не пропустите, смотрите, с кем вы будете общаться. Либо это может быть, допустим, вам необходимо у кого-то просить протекцию, и вы попадете к какому-то хорошему человеку. Вообще формируется такая комбинация на удачное преодоление каких-то препятствий, на удачное разрешение каких-то вопросов. Поэтому если у вас будут какие-то подвисшие вопросы, связанные с работой, с документами, с какими-то поездками, с друзьями, с братьями и сестрами, то вы постараетесь их максимально оперативно решить в этот промежуток, потому что будет для вас какой-то зеленый свет и благословение. 11 июня состоится полнолуние в вашем 8-м доме гороскопа, доме кризисов, доме рисков, доме неожиданностей, доме, который отвечает за чужие ресурсы. И полнолуние в 8-м доме — это всегда неожиданность. Мы никогда не можем заранее знать, чем же завершится полнолуние. Но полнолуние дает как плохие, так и хорошие результаты, потому что полнолуние может дать просто разрешение какой-то ситуации. Да, это могут быть какие-то внезапные новости, внезапные события, обстоятельства, но и разрешение каких-то ситуаций, которые давно тянулись, которые давно были у вас под вопросом, и вы все ожидали, когда же они разрешатся. Может быть, вы просто получите информацию о разрешении. Не факт, что сама ситуация разрешится, но полнолуние может давать какие-то важные этапы, важные развязки. И еще один такой очень хороший транзит. 15 июня в ваш третий дом гороскопа зайдет Солнце и будет там до 16 июля. И Солнце у нас тоже в третьем доме гороскопа про общение, про коммуникацию, про то, чтобы проявлять какую-то инициативу в дружбе, проявлять инициативу в общении с братьями и сестрами, проявлять инициативу в социальных сетях, где-то засветиться в социальных сетях. Но еще здесь тенденция на то, чтобы оформлять документы, опять же, на детей, оформлять документы на учебу, на продукты своего творчества. И, может быть, допустим, поступаете куда-то
куда-то, куда очень давно хотелось, но вы думали, что это будет очень сложно. Но тут тоже есть нюанс, потому что 23-24 июня Солнце будет в соединении с Юпитером. Это тоже хорошая такая вещь, потому что соединение Солнца и Юпитера может дать тоже вам какое-то возвышение, какую-то удачу в делах, связанных с учебой, с творчеством, с выступлениями какими-то, с публичностью, или же вот с получением каких-то документов, какой-то протекции и так далее. То есть у вас в третьем доме гороскопа это будет самый главный такой дом гороскопа в июне, и в нем будут происходить такие удачные соединения, которые будут давать какое-то продвижение вашим делам и даже, может быть, такое разрешение, которого вы не ожидали, улучшающее. 22 июня Меркурий перейдет в знак зодиака Рак, и там будет до 30 августа. Вот это будет очень долгая история, потому что в июле Меркурий будет ретроградным, но в июне он будет в прямом движении. Но в общем и целом ваш четвертый дом гороскопа Меркурий заходит надолго. Четвертый дом — это дом, который отвечает за то место, где мы живем, за недвижимость, за транспорт, за отношения с мамой. И поскольку по нему будет идти планета информации очень долго, вполне возможно, что у вас опять поднимется тема жилья, тема недвижимости, тема транспорта, тема, может быть, отношений с мамой. У вас очень долго управитель всего гороскопа шел по четвертому дому. И сейчас как бы фокус вашего общения, информационной повестки опять перемещается в четвертый дом гороскопа. Опять что-то выяснять, может быть, покупать какие-то билеты, арендовать, заключать договор аренды, либо искать какое-то жилье на то, чтобы временно пожить, либо гостиницы какие-то бронировать, либо выбирать, может быть, для покупки машину, квартиру, все в таком ключе. Может быть, с мамой о чем-то договариваться, очень много общения с мамой. Помимо этого, Меркурий в четвертом доме — это большое количество общения дома. Может быть даже такое, что к вам приезжают люди. То есть дом как проходной двор, начинаются какие-то гости, соседи приходят и так далее. И Меркурий еще в четвертом доме гороскопа может дать тенденцию на то, что вы в этот период дома будете очень много писать конспектов, изучать какой-то информации, может быть, перебирать какие-то мелкие вещи. И есть тенденция еще на много мелких поездок. Например, сегодня здесь ночуете, завтра там ночуете. Какой-то мелкий ремонт еще может быть, приход домой мастеров различных. Ну, таких тоже что-нибудь мелкое подремонтировать, мелкое что-нибудь отредактировать. И, может быть, помощь маме нужна будет вашей, поэтому вы будете включены в эти дела. 25 июня состоится новолуние в вашем третьем доме гороскопа. Новолуние — что-то новое. Третий дом — это дом документов, хобби, коротких поездок, братьев и сестер, друзей. Поэтому новолуние в третьем доме гороскопа может дать даже знакомство с человеком, который вам станет другом, либо общение с другом, с братьями и сестрами. У кого-то из овнов в этот период могут появиться братья и сестры, то есть в буквальном смысле родиться братья и сестры. Кроме этого, это может быть получение каких-то новых документов, начало обучения на новом курсе, начало нового хобби, может быть покупка телефона, книги, короткая поездка и так далее. И 29 июня Венера перейдет в ваш второй дом гороскопа. Она весь июнь будет находиться в вашем первом доме гороскопа, то есть это еще такая тенденция с прошлого месяца на то, чтобы заниматься еще и какими-то вещами, связанными с обновлением гардероба, может быть, флиртовать, может быть, активно знакомиться. А уже в конце июня Венера заходит в ваш дом денег, в свой собственный знак, будет его укреплять, будет создавать тенденцию на то, чтобы наслаждаться едой, повышается уровень энергии, повышается, конечно, какая-то, может быть, даже самооценка по транзиту Венеры по второму дому гороскопа. То есть у вас такой июнь, просыпаемся, начинаем действовать активно, особенно в сфере личной жизни у вас будет активность, много знакомств, много общения, возможно, много развлечений тоже. И транзит Венеры по второму дому гороскопа в июле тоже будет очень хорошо помогать вам, потому что это транзит по дому денег. Поэтому июль у вас должен быть достаточно денежным, но может быть турбулентность в личной жизни. Либо какие-то, опять же, вот как и Марс обещает, какие-то страсти в отношениях, когда хочу, не могу, очень надо, срочно мне все, быстрые влюбленности, ну и могут быть разлуки тоже. Но в целом все равно транзит Венеры по второму дому гороскопа — это
хороший транзит, улучшающий и дающий желание заняться опять же своей внешностью, дающий возможность повысить свой доход и улучшить свое самочувствие с точки зрения общей энергетики. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июнь для восходящих овнов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться и до новых встреч. Пока-пока!